Ну что, дорогие мои, я наконец в прямом эфире. Всем привет! Я хочу попросить прощения у тех, кто присоединялся к нашим эфирам ранее. И дело в том, что это третья попытка сегодняшняя моя выйти в прямой эфир благополучно. Первая попытка была прервана проблемами с бухгалтерией, с налогами. Вторая тем, что мне нужно было срочно уехать из офиса. И вот, наконец, на третий раз я с вами. И все в порядке. Я надеюсь, сейчас никакой астероид на нас сверху не упадет, и мы с вами благополучно пообщаемся. Поэтому, если вы уже заждались и уже разозлились, прошу вас прощения, иногда такое бывает и случается. Меня зовут Калинина Татьяна, мы на канале Школа прогнозов Альфа, и канал называется «Астрология – это прогнозы». И я специально назвала этот канал именно таким образом, чтобы люди, которые к нам приходят как гости, ну и постоянные зрители, понимали, что мы с вами сфокусированы именно на прогнозах. Для того, чтобы сделать прогнозы, мы заходим очень далеко, даже дальше, чем вы думаете. И уже на нашем канале появилось видео об астронаблюдениях. Эта рубрика будет называться «Охота смотреть на звезды». Это видео первое, наблюдательное, уже вышло. Оно есть на канале, оно наше самое последнее, да, на данный момент, вот перед этим эфиром. И я просто хочу похвастаться вам фоточками, так как это происходило, а уж, конечно, весь процесс там рабочий, как мы туда собирались, как мы тянули технику, как мы там по помоечкам искали темное место, чтобы засветка городская не мешала. Все это будет, а я вам просто покажу, какие классные снимки мы сделали в эту ночь. Ну и ссылочку, конечно, администраторы сейчас вам в чат сбросят, и вы сможете перейти по ним. Это, например, в созвездии Ориона такая прекрасная туманность. Так она и называется, туманность Ориона. По разным подсчетам 1400-1600 световых лет до этого прекрасного объекта. Она, кстати, даже видна взглядом. Вы можете заметить ее взглядом, только она выглядит не как звезда, которая так распускает лучи, а она выглядит как будто бы звезда, но какая-то мутненькая. И вот эта туманность Ориона, она находится в 1 градусе Близнецов. Если у вас есть планета в 1 градусе Близнецов, обязательно посмотрите, когда был последний период этой планеты по Вимшот Даша, и поделитесь в комментариях, что прекрасного случилось, потому что по нашим наблюдениям эта планета дает счастье, удачу возле вот этого красивейшего объекта в 1 градусе 0-1 градус Близнецов на сегодняшний год. Это так. Ну, допустим, если вы родились 50 лет назад, то ну чуть-чуть там полградуса, градус, ну хорошо, там в самом последнем градусе Тельца, возможно, у вас эта туманность или какая-то планета в соединении с этой туманностью. Короче, пока мы с вами собираемся, я вам рассказываю, о чем болит моя душенька. Душенька моя болит об этом. Потому что мы исследуем объекты Deep Sky, глубокого космоса. Все, что не наша Солнечная система, это Deep Sky, глубокий космос. И мы изучаем данные объекты для того, чтобы сделать наши прогнозы точнее. У нас даже есть отдельный канал на эту тему, называется Deep Sky Astrology. И пусть наши администраторы сейчас тоже ссылочку внизу оставят, и в закрепленном комментарии оставят, и в чате, чтобы вы, пожалуйста, пошли туда и подписались, потому что вот там у меня творческий процесс происходит не только на этом канале, а там мы прям фокусируемся на прогнозировании, на астрономии, на Deep Sky и смешиваем все это. Еще хочу показать вам гордость моя. Ну ладно, это просто я и 2 моих телескопа. Это у нас Skywatcher, который обычный такой вот, ну скажем, ручной телескоп. Это Skywatcher неплохой такой, у него апертура 15 сантиметров, ну, то есть ширина вот этого линзы, которая собирает свет. Чем больше ширина, да, чем больше диаметр, тем больше света собирает. Так, кофе сделали, все нормально. Угу. И
еще один объект, но это я такая счастливая, стою с этими двумя телескопами в поле, холодно, -2, ветрило дует. Я чувствую уже, я потом Владу, оператору нашему, говорю: Влад, у меня что-то похрустывает, я не могу понять, это в шее или это где-то в носу. Я уже настолько охладилась, что все, что мне уже настает киртык. И только после этого мы поехали домой. И вот у нас здесь робот, телескоп Стеллина, вот она помогает нам сделать именно снимки. То есть глазами я люблю смотреть в обычный телескоп, видеть глазками эти объекты. Это неописуемый восторг на самом деле приносит. А для того, чтобы с вами поделиться, я использую робот-телескоп и делаю снимки на него. Так вот, один из классных снимков, который мне очень полюбился, и вообще объектов, который мне полюбился, это галактика Андромеды. В середине созвездия Овна находится в 15-16 градус. Это самый центр. Но дело в том, что этот объект настолько большой, что он по своему размеру как 6 дисков полной Луны. Просто он тусклый, потому что наш глаз не умеет собирать свет. А техника делает множество фотографий этого объекта и накладывает одну на другую. То есть это не фотошоп, а именно наложение кадров друг на друга. И получается вот такой вот проявленный свет. То есть мы видим с вами больше, чем мы можем физически установить глазом. Ну и на самом деле вот этот Андромеда, еще не изученный объект в 15 градусе Овна, но я вам обещаю, что я изучу, что это значит. А вот этот вот Орион, который я вам показала перед этим, он глазом не красный, он глазом тоже такой вот серенький, ну как звездочки, серенький, беленький, вот такой, монохромный, потому что у человека монохромное зрение, и он всей этой красоты не видит. А мы теперь с вами видим, и на канале Deep Sky Астрологии я буду выкладывать все вот эти наблюдения, как мы ездим, как у нас получаются все объекты и что они значат в гороскопе. А некоторые уже изучены, уже вполне можно об этом говорить. Какие-то мы будем изучать вместе, открывать их свойства вместе. Так что добро пожаловать. Надеюсь, вы уже собрались все. Сейчас мы обсудим солнечных детей и людей. Так. И у нас с вами те, кто сегодня типаж внешности, тех, кто испытывает большое влияние Солнца в своем гороскопе. На самом деле таких людей тоже достаточно много, они похожи на венерианцев, но они не такие красивые. Они не такие привлекательные вот в этом смазливом смысле. Я покажу вам и фотографии, конечно, и описание их, но когда вы смотрите на солнечных людей, вы понимаете, что этот человек будет богатым. Вот это какое-то неуловимое такое ощущение, что у него щедрое лицо, то есть оно богатое, лицо богатое. И я покажу вам, как это увидеть. Может быть, вы меня сейчас закритикуете, что это слишком неконкретно, но нет, я вам тоже приготовила еще и параметры по перпендикуляру, по горизонтали, как с ними быть и как их опознать. Я не поняла, где все комментарии? Я тут прорываюсь к вам в эфир через все проблемы сегодняшнего дня, а вы мне вопросов не задаете и ничего не задаете. А где у нас, кстати, администраторы, которые должны ссылочки оставить? Не будем ждать милости от природы, оставим ссылку самостоятельно. Так. У нас на этом канале, который я сейчас вам оставлю, уже около 3000 около 3000 подписчиков. Это, конечно, не так много, но это на самом деле самые-самые такие увлеченные люди, астрологи, у которых такой ум, как сказать, исследовательский ум, новаторский. Так, вот уже полетели вопросы. Вот это уже классно.
Все, начинаем. Значит, у нас с вами сегодня солнечные ребята. И прежде чем мы увидим какое-нибудь фото, которое нам пояснит, кто же эти люди, давайте обсудим их. Внешние признаки. Вообще у них сильное влияние Солнца, оно и от национальности к национальности не меняется. То есть у них светлые волосы, светлые относительно их национальной группы, светлее обычного. У них тоже овальное лицо, как и у венерианцев, но оно пошире обычно. То есть венерианцы, они действительно очень такие вот правильные черты лица имеют. Те, которые солнечные, у них немножко как будто бы растянуто лицо вот в этой части. Это можно увидеть по глазам или бровям, которые могут быть далеко друг от друга посажены. То есть вот если учитывать, что я в целом венерианка, ну, как бы ладно, сделаю я себе такой комплимент. Если чуть-чуть раздвинуть брови, чуть-чуть раздвинуть глаза, то могла бы солнечный типаж получиться вполне. Овально-круглое лицо, прямой нос. То есть у них уже не такой мягкий носик, как у венерианцев. У них он обычно достаточно больших размеров. У венерианцев маленький носик обычно, модный такой, который сейчас принято, да, в себе делать носы, обрезать. Вот у венерианцев обычно такие носы. А у солнечных людей прямой нос. Он достаточно крупный. И интересно, что у них вот эти вот нижняя часть носа, крылья носа и форма ноздри, она как будто бы в разлет. Также на их лице брови яркая очень черта. У них, знаете, с марсианами немножко есть схожесть. Марсиане, у них вот эти бровные дуги очень-очень яркие, такие мощные. Солнце немножко такой серединный вариант между мягеньким венерианцем, где там все очень такое сладенькое, и вот этим марсианином, у которого нависающие вот такие брови и именно бровные дуги выделяющиеся. Вы можете обратить внимание на людей, насколько разный у них лоб. Есть лоб просто прямой, а есть лоб, где выделяются вот эти вот бровные дуги, они как бы вот здесь как будто бугры. Часто у таких людей даже вот здесь формируется очень яркая морщинка между бровями. За счет чего? За счет того, что вот эти мышцы далеко друг от друга находятся. Это, по-моему, мышцы в форме треугольника. Я сама не косметолог, не врач-хирург, но что-то издалека слышала. Так вот, есть люди, у которых эти мышцы, которые управляют лбом, широко посажены. Вот что касается солнечного типа, так оно и есть. Но даже, кстати, у меня марсианская природа, она точно есть, хотя я венерианка, но если вы рассмотрите мой лоб, он не прямой. Вот у многих женщин просто прямой лоб. У меня однозначно выдаются вот эти дуги надбровные, потому что все-таки скорпиониха я по своей природе. Ну, в общем, у солнечного типа тоже такое проявляется, и у них действительно немножко лицо вот вширь уходит по отношению к овальному лицу, которое все такое ровненькое, пропорциональное, по центру выровненное, здесь выровнено, здесь выровнено. Что касается пропорций трети лица, они обычно достаточно гармоничны. Редко бывает такое, что там супер высокий лоб или супер вот выделенная средняя вытянутая часть лица. Обычно они пропорциональны. Вот я говорю, что в целом главное отличить их от венерианцев. С меркурианцами вы точно их не спутаете. Меркурианцы, они остренькие, черты лица имеют длинные, да, малоразвитый подбородок, маленькая челюсть, тоненькие губы. У солнечного типа все среднее. Глаза среднего размера или чуть поменьше, нос средних размеров. Но вот эта черта такая, чуть-чуть раздвинутые глаза, чуть-чуть раздвинутый лоб, брови, плюс вот эти надбровные дуги присутствуют. У них могут быть веснушки, но это, кстати, сейчас ты это не поймешь, потому что у людей много средств борьбы с данным
с данной красивой особенностью. Многим не нравится, они удаляют. Так. Тра-та-та. Так, кто-то вот предполагает, да, что мы часто похожи на управителя Накшатры Луны или асцендента. Я не буду вам говорить о том, что формирует внешность человека. Я специально для вас ищу такие примеры, где планета, которая обозначает тип человека, либо управляет всем гороскопом, либо находится в первом доме, то есть прям яркие такие типажи. Но это совершенно не значит, что только эта логика работает, только планеты в первом доме, только планеты, которые соединены с хозяином первого, нет. Задача этого видео не для того, чтобы сличить гороскоп с человеком, для того, чтобы вы, выйдя на улицу или там, попав в какой-то коллектив, вы сразу заметили, так, у этого человека венерианские черты, у этого сатурнианские, вот он совсем другой психической природы, у него там другие приоритеты. Какие приоритеты? Как с ним познакомиться, как с ним подружиться, найти общий контакт, а вообще дружите ли вы или нет? Вы солнечный тип, а он сатурнянец, да? Ну, как бы. Вот венерианка с сатурнианцем прекрасно подружится, а солнечный тип с сатурнианцем уже меньше. То есть тут мы больше настроены на совместимость, на общие какие-то психологические такие черты. И, ну, скажем, у меня нету большого интереса изучать там вот этот механизм, то есть какая точка даст вот эту внешность. Мне это ценно с точки зрения того, что вы увидели человека, за минуту вы считали, какого он типажа, какие у него ярко проявленные планеты, какие ценности в связи с этим у него есть, какое у него строение психики. Вот это мне интересно и важно. Давайте смотреть. Первый представитель, давайте я выберу, я хотела сначала женщину, но мне хочется почему-то мужчину вам показать. Вот сейчас вот план поменялся. Ну-ка. Первый представитель данного класса или подкласса — это наш Леонардо Ди Каприо. Не наш, он совсем не наш, он американский. Вот у него как раз таки яркие такие брови, прямой нос. Есть здесь черты меркурианца, конечно, чуть-чуть, вот эти залысины. Но в целом он чистый такой вот солнечный тип. Как-то звучит, да, солнечный тип. Что здесь на этом фото? Здесь, кстати, вот разные возрасты этого актера. И я помню его интервью детское выложили когда-то вот в соцсетях о том, а кем ты будешь в будущем. Дело в том, что он с самого детства снимался, и он сразу сказал, что я буду знаменитым актером, да. Мне нравится сниматься, мне нравится кино. Я уверен, что я вырасту знаменитым актером, меня будут все знать. Вот это вот мальчик, поцелованный солнцем, реально. У него очень благополучная судьба. И даже когда я смотрела его гороскоп, сличала с событиями из его жизни, то я видела, что это вот история каждый раз новая ступень успеха, новая. Единственное, что его остановило, это коронавирус. Вот в течение этих 2 лет он особо не снимается, потому что съемки фильма, в котором он должен сняться, приостановили, ну, из-за пандемии. То есть вот такой нюанс. И еще он, по-моему, в 2014 году, он снимался, и после этого очень сильно потратил силы, и вот он на год решил сделать перерыв. То есть это вот 2 таких условно неблагоприятных событий, которые в его судьбе случились. А так в целом он очень такой вот благополучный, у него сильный гороскоп, и он этим наслаждается. Второе его фото, которое я для вас приготовила, ну,
тоже здесь вы просто видите, да, по человеку, что он из успешных. То есть, как вам сказать, вот Солнце действительно очень похоже на венерианский тип. Солнце, меркурианцы и венерианцы, по сути, это три схожих типажа. Это планеты, которые ближе всего вот к Солнцу находятся, они как будто бы ветку отдельную внешности в себе несут, но с разными нюансами. Венерианцы, они более няшные, да? Меркурианцы, у них острые черты лица. Вот солнечные люди, они обычно широколицые, и у них в остальном нейтральные черты лица. Средний нос, средние там, губы, среднего размера глаза и так далее. Либо чуть меньше среднего про глаза. Но в целом их вид выражает жизнерадостность, богатство, такое внутреннее предвкушение благоприятных событий каких-то. Они щедрые по своей природе. Вот здесь он уже в другом возрасте, да, вот ему сейчас около 50 лет. Но все равно он такой шикарный кот, котяра такой. Так. До 23 лет я была очень похожа на льва, но пришел период Сатурна, идет до сих пор, и я поменялась. Даже веснушки пропали. Конечно, Сатурн или Махадаша может повлиять на внешность, естественно. Юля пишет, наш, он вообще солнышко общее. У солнечных еще открытая улыбка. Правильно, да. Сейчас мы с вами обсудим его гороскоп, а потом посмотрим на типаж психологический. Или наоборот, сейчас как у меня, как пульт у нас работает. Так, вот Леонардо Ди Каприо, он восходящий лев. Он восходящий лев. Кстати, обратите внимание, что солнышко-то у него в падении, но рядом с сильнейшей Венерой, да? Плюс еще здесь раджа-йога с Марсом формируется, то есть хозяин первого с хозяином 9, плюс сам Марс сам дает раджа-йогу, он раджа-йога карака, то есть это вообще круто. Все это в венерианском знаке весов, все это в 3-м доме. Хозяин 5-го тут тоже силен, то есть именно вот творчество, актерское мастерство, вот все это. Юпитер хорошо расположен. Он мини-раджа-йогу формирует. Видите, хозяин 5-го в 7-м. Ну и хозяин 8-го в 7-м. И вот его водолейстый этот Юпитер, вот он не хочет жениться. И я так понимаю, что и не захочет. Водолейстый, почему я говорю, что водолейстый Юпитер дает такие результаты? Потому что планета в знаке Водолей сильно влияет на сферу жизни. Она как будто бы говорит, я хочу свободы, мне нужны такие отношения, где бы меня не сковывали. Мне нужно давать свободу и воздух, да, для того, чтобы дышать. Что здесь еще интересненького? Тут, конечно, многие, вот обратите внимание, да, что здесь очень многие планеты имеют отношение к Лагнешу. И это, на мой взгляд, дает ему возможность перевоплощаться. То есть он может изобразить кого угодно. И вот эта черта, она общая у таких актеров, которые в разных амплуа выступают. Потому что есть актеры, скажем, одной роли, да, вот только маньяк-убийца, или только какая-нибудь глупенькая блондинка, или только, ну не знаю, страдающая какая-нибудь там бедняжка. А есть актеры, которые себе сыграют все, что угодно, и проживут какую угодно жизнь. Вот у них чаще всего, ну не чаще всего, а практически всегда, за редким исключением, у них с хозяином первого дома соединена целая плеяда планет. На мой взгляд, вот оно и есть, вот этот талант, что я могу из Меркурия силу взять, из Венеры, из Марса, все что угодно я тебе могу изобразить, да? Вот такая интересная история.
Кажется, они такие щекастики, пишет Таня, с небольшими глазами. Дженнифер Лоуренс не лев случайно? Я смотрела гороскоп Дженнифер Лоуренс, и она оказалась скорпионихой. Представляете, она скорпиониха, причем у нее Лагнеш в падении в 9 доме, но вместе, по-моему, с Луной. Ну, в общем, у нее такой очень неожиданный гороскоп получился. Я, кстати, Дженнифер Лоуренс первую проверила после Леонардо Ди Каприо. Я тоже думала, что она из этой когорты. Надо будет с ней еще покопаться, разобраться. Так. У Леонардо Ди Каприо Солнце в весах. Получается, что можно быть солнечным, даже если Солнце в падении, да. Да, я видела женщин с Венерой в падении в 1 доме, они были венерианками. Это действительно в целом не мешает. Дальше. Следующий наш товарищ. Мы с вами на сладенькое оставим характер и как с ними подружиться. А сейчас женский типаж посмотрим. Ну, это Кейт Уинслет. Вот интересно, да, вот они оба прославились в «Титанике», играли вместе, и они одного планетного типажа. Ну, тоже, посмотрите, у нее достаточно крупный нос такой, но он прямой. У нее почти венерианское лицо, вот почти, только немножко вот далеко брови. Вот сейчас ей уже с возрастом научились стилисты рисовать брови ближе. Но по сути ее лицо, оно такое расширенное, глаза у нее расширены. Ну и опять же, видите, как она с возрастом, глаза становятся меньше, они западают, впадают. Ну, средние губы тоже. Она изначально, вот ты смотришь на нее, у нее такое богатое лицо. Не знаю, ловите ли вы это ощущение или нет. То есть они какие-то... Они вроде венерианцы, но они особенные. Вот в них какая-то внутренняя стержень есть, какая-то внутренняя жесткость. Венерианец смотришь, господи, расплываешься улыбкой, думаешь, боже, какая милота. С этими уже нет, ты уже такой, так, это человек с какой-то статусный зашел, так, мы, значит, речь фильтруем, осаночку выпрямили, и, значит, все у нас более сдержанно происходит. Оля Верст пишет, а Путин, наверное, тоже солнечный. Бог его знает. Я не помню. Еще у нас фоточка Кейт Уинслет. Ну, тоже, в принципе, вот такой внешностью она обладает. Привлекательная. Мне нравится она и в этом возрасте, и в молодые свои годы. Кстати, когда она играла в «Титанике», ей действительно было 17 лет. Вот. Но вот это кадр не из «Титаника», это кадр из одного из моих самых любимых фильмов «Чувство и чувствительность». «Разум и чувство». По-моему, «Разум и чувство». Именно эта экранизация с ней, с Кейт Уинслет, называется «Разум и чувство». А вот уже в 2008 году был снят «Чувство и чувствительность». Все это по роману Джейн Остин. Один и тот же сюжет, то есть 2 разных экранизации. Ну и тоже, да, посмотрим на нее. У нее вроде бы венерианский вид, но чуть-чуть шире лицо, вот чуть-чуть. И у нее немножечко здесь вот есть, это даже не заострение, просто для венерианки у нее тяжеловато вот эта нижняя часть слегонца. Ну, со временем уже, да, когда человек становится старше, нос больше на лице стал, глазки немножко поменьше стали, брови уже не такие густые, да, вот обратите внимание. Кстати, линия волос ушла выше, но, возможно, это какие-то там ботокс-процедуры или еще что-то. Линия волос отступила выше. Но, в общем, лицо сохранило свои пропорции, конечно. Ну, немножко вот нос и губы поменяли пропорции. Вот так. Давайте посмотрим ее гороскоп. Наш первый гороскоп, на самом деле, это был первый пример. Она венерианка. Господи. Вот, кстати, да.
Этот гороскоп, по-моему, неправильно отрисован. Потому что у нее Солнце должно было стоять в другом доме. Поэтому гороскоп мы пока смотреть не будем. Мне кажется, неправильно отрисован гороскоп. А посмотрим тогда третьего нашего товарища. Я перепроверю вам Кейт Уинслет, и в следующем эфире мы с вами обсудим этот гороскоп. А мы с вами посмотрим еще одного нашего героя. Это у нас... Сейчас посмотрю. Леонардо Ди Каприо, Арнольд Шварценеггер. У него Солнце стоит в первом доме. Хотя у него рачья такая, ну как бы рачий гороскоп, восходящий рак, тут и Сатурн, и Венера, но Солнце во внешности проявилось больше всего. Сатурн — это, ребята, вы не ошибетесь, там я вам покажу. Это точно не Сатурн, но немножечко, может, Венера у него есть, но все равно Шварценеггер — это типичный солнечный тип. Солнце у него в 13 градусе, Венера в 3-м, ну, в общем, достаточно далеко они друг от друга, Венера не сожжена, солнышко сильно проявилось. Ну и, кстати, вот эта вот способность, между прочим, заставить себя, дисциплина в спорте себя заставить что-то сделать, она всегда связана с Сатурном. Ну, Марс у него тоже неплохой, конечно. Раджа-йога Карака в 11-м доме достижений вместе с Раху. То есть Раху-Кету располагается как у типично успешных людей, либо в 5-м доме, либо в 11-м доме. Вот таким людям они как бы обречены быть популярными, известными. У них кармическая задача связана с получением популярности и плодов от этой популярности. Мадонна похожа. Согласна, Мадонна похожа очень на солнечный тип. Кстати, Гиви Манок вот пишет: Путин — это своеобразный Юпитер с Кету. Кету настолько... Вот вспомните Уму Турман. Вот это Кету. Вот настолько она какая-то нестандартная, необычная внешность. Мы с вами про Кету поговорим. Пожалуй, у Путина нету таких черт лица. У Умы Турман прямо деформированное лицо. И вот Кету он всегда дает какую-то деформацию. То есть вот от стандартов красоты кетунианский тип очень сильно отличается. У них либо глаза не ровно, а чуть-чуть наискось, да, как будто бы лисьи глаза, либо у них вот спрессовано лицо и острые черты лица. Я вам покажу кетунианцев. Вы прямо, я думаю, кетунианцы будет один из самых узнаваемых у вас типажей. Вы будете выкусывать вот так вот кетунианцев из толпы. Я думала, что Шварц меркурианец. Давайте-ка мы с вами разберем внешность его, и вы увидите, что вряд ли он может быть меркурианцем. Так, закрываем гороскоп, открываем. Ну как? Венерианец, меркурианец или солнечный тип? Ну как вам? Вот для меркурианца у него не хватает острого носа. Ну не хватает ему острого носа. Ну острые черты лица должны быть. Плюс он, видите, смотрите, с возрастом вообще весь в веснушках. Я не знаю, может быть, был он в юности такой же, просто его как-то обрабатывали фотографии, а сейчас типа модно вот такой natural look, я не знаю. Но здесь он прямо обожженный этим солнцем. Он прям вот такой вот типичный солнечный товарищ. И борода вот эта выцвевшая, какая-то немножко седая, она тоже как будто выгорела на солнце. То есть он будто бы какой-то рыбак, который на берегу моря проводит кучу времени, и вот солнышко его подпалило, и кожу ему такую наградило его веснушками. И вот эта состаренность, она тоже по типажу солнечному. И выгоревшая борода, ну, вот так.
Солнце сильное, вспомнил, что и улыбка у него открытая. Ну, вы знаете что? Мы, конечно, здесь есть погрешность такая вот. Про улыбку сложно нам судить, потому что я же вам подбираю голливудских актеров, а у них у всех, во-первых, сделаны виниры. Ну, у них нету ни одного, кто со своими зубами. Это, естественно, это сделанные зубы. И они, конечно, не улыбаются на 32 зуба этими винирами, и это их профессия. То есть вот здесь вот такое, может быть, ошибка чисто потому что мы с вами это воспринимаем как за их натуральное качество, но это их профессиональное качество, это их профессиональная особенность. Поэтому открытая улыбка, не открытая улыбка, я тут не буду говорить. Но тут однозначно солнечный тип. И вот все равно, вот ты смотришь на этого мужчину, да, ты понимаешь, что он, блин, ну не знаю, ну не таксист этот человек. То есть у него богатое лицо, понимаете, вот оно притягивает к себе взгляд. Он вроде бы и достаточно обычный, ну, средние глаза, средний нос. Не скажу, что он там прям какой-то красотой блещет, как кто там у нас? Кто у нас был красавчик, который жене с няней изменил? Ой, забыла. Хороший же актер был. Ну, напишите. Он у нас про меркурианцев был, по-моему, в видео. Ой, про венерианцев, прошу прощения. Ну, в общем, вот это солнечный тип, ребят. Давайте смотрим другие его фотографии с разных лет, с разных ракурсов. Вот это, кстати, фотография мне не очень нравится. Она такая, как на памятник, блин. Вот это, ну, не знаю, сама по себе. Но здесь очень хорошо показаны яркие брови, надбровные дуги, вот эти мощные. Видите, у него лоб не прямой, а он как бы, ну, не деформирован. На нем есть выступы. Вот первый выступ такой мощный, делит лоб на 3 части. Второй выступ вот здесь, вот в этой области. У него далеко брови друг от друга. Вот это я и хотела вам показать данной фотографией. Оля пишет, да, видно всегда, кто состоятельный. Джуд Лоу, точно, Джуд Лоу. Но Джуд Лоу, конечно, прям хороший. Ну, тоже ничего представительного. Заметьте, что когда ты с Джуд Лоу, вот, представляешь перед собой Джуд Лоу, у тебя настроение совершенно другое, чем когда ты солнечный тип рядом с тобой. Вот мы сейчас поговорим об их характере, и я думаю, что вы тоже про это подумаете. Арнольд тоже изменил жене с уборщицей. Ален Делон венерианец? Скорее всего, да. Я просто не нашла гороскопа Алена Делона. Я его рассматривала, я его хотела взять в исследование, но я что-то у меня пошло не так, я не нашла его гороскоп. Еще один шварценеггерская фоточка. Но видите, здесь он молодой, то есть здесь он не из последних лет, но все равно у него веснушечки, конечно, есть. Ну вот чисто типаж такой, выгоревшие брови, выгоревшие борода, как будто бы такая светлее, загорелое очень лицо. Ну это еще и модно. В Америке модно быть вот таким желто-оранжевым, модно, очень модно. Именно вот так выглядеть. Давайте посмотрим гороскоп Шварценеггера. Да, вот он, солнышко в первом доме. Давайте посмотрим, почему еще он такой вот сильный. Ой, кстати, у него нету никакого ни Махапуруша йоги, ни Гаджа Кешери йоги, обратите внимание. Но у него очень хорошо расположен Марс и очень хорошо расположен Раху. То есть Марс формирует вот эту благоприятную комбинацию раджа-йоги в 11 доме. Плюс Меркурий неплохой, то есть он, видимо, достаточно общительный, умеет с людьми взаимодействовать. Ну и Венера. Венера сильно здесь повлияла на его профессию, конечно. Солнышко сильное, Сатурн. Сатурн, я думаю, кстати, ему вредит. У него, между прочим, больное сердце. Вы знаете, что у Шварценеггера больное сердце. У него было несколько операций,
Ну, сейчас это уже стандартное. Когда-то сердце приносило опасность большую, и там чуть он не умер под наркозом. Сейчас у него стандартные какие-то операции по замене то ли шунта, то ли шунтирования, то ли что такое. Кардиостимулятор у него. Ему каждый раз вставляют этот новый кардиостимулятор. Ну и вот сейчас он какое-то стандартное лечение проходит. Точнее, не лечение, а именно поддержку, да, своей проблемы. Но Сатурн однозначно Солнце ему покоцал. И солнышко, как показатель здоровья сердца, здесь пострадало. Плюс еще благополучие 5-го дома немножко пострадало от присутствия Кету. 5-й дом отвечает за сердечные вещи, за сердечно-сосудистую систему. Ну и скоро, в течение 2 лет, у него еще одна будет операция, такая серьезная опасность для жизни. Так... Молодой Шварценеггер точно солнечный. Ну вот, кстати, да, политическая это была фотка. Я говорю, я не люблю такие фотографии, вот как на памятник. В костюме вот это все вот такое. Даже вот эти вот подробности его лица, какие-то там морщины, борозды, это все очень интересно. Это привлекает внимание, ты так смотришь, его разглядываешь. На его лице видна какая-то история его жизни, да, его возраст, там, через что он прошел. Ну, то есть для меня это что-то значит. А когда лицо вот такое квадратно-перпендикулярное, вылизанное, вот такое, то уже неинтересно. Но здесь как бы из-за того, что фотка черно-белая, видна именно строение лица. То есть вот эти все тени, полутени видны на черно-белой фоточке намного лучше. Поэтому я ее вам и выбрала. Видите, он такой для венерианца, он слишком угловатый, то есть он слишком какой-то грубоватый. Теперь давайте обсудим, что же у нас... Роберт Паттинсон тоже может быть солнечным типом. Да, возможно. Надо посмотреть его гороскоп. Он хотя и брюнет, но да, вполне может оказаться солнечным товарищем. Давайте теперь посмотрим на то, какой характер у этих людей, какие у них приоритеты и как с ними себя вести, скажем так. И как раз таки я вам объясню, что значит Солнце в гороскопе. Напишите. Если вы знаете, конечно, типа вообще... Принцип Солнца сейчас будем обсуждать. Для солнечного типа, для них очень важен статус, в котором они с вами общаются, который вы им предлагаете. Они очень реагируют к тому, уважительно вы с ними или неуважительно. И будете ли вы подчеркивать их статус, или дадут ли ваши отношения солнечным типом ему возможность продвинуться вперед, стать лучше и больше в социальном плане. Это не то чтобы корысть, просто они тянутся к этому, к тому, чтобы самому быть брендом, чтобы привлекать к себе внимание, чтобы занять позицию под солнцем. У них такая философия. Они не терпят понебратства, то есть с ними нельзя, знаете, так вот 5 минут быть знакомым и подойти, похлопать по плечу, начать расспрашивать. То есть они границы свои очень чувствуют, и лучше на них не наступать, потому что такой человек просто воспримет, что вы немножко, не чувствуете, да, как сказать, что вы недостаточно умны, чтобы почувствовать, где уместно, а где неуместно близкое общение, контакт, запрос на близкое общение. Сами по себе по характеру они щедры. И интересно, что они не способны на подлость. То есть они могут совершить подлость только по какому-то неусмотрению. То есть если солнечный тип, рядом с вами человек солнечного типа, и вдруг он сделал какую-то гадость, скорее всего, это вообще не произойдет. Но если в каких-то исключительных случаях так получится, что это случится,
то, скорее всего, это было вообще для него самого неожиданностью, что вот так оно повернулось и вывернулось, потому что солнечный тип отличается по характеру от всех остальных планет, что он не способен умышленно сделать гадость какую-то человеку, предать его или там подвести как-то, потому что у них свойства Солнца очень сильны, а Солнце — это звезда, которая дарит, щедро дарит жизнь. Она дарит свое тепло, они стабильные по характеру, так же, как и солнечный свет, они стабильные. Они ценят, чтобы все новое было как надстройка на том, что они уже достигли. Им очень тяжело будет решиться, например, на какой-то переворот революционный в их жизни, когда ты зачеркиваешь то, что было до, и вдруг вот у тебя жизнь потекла заново, да, в новом ключе. Для них это практически невозможный шаг, и они долго-долго строят что-то в своей жизни, карьеру, семью, отношения. И для них перечеркнуть это в какой-то момент — это практически нереальная задача. Они очень привязаны к результатам своего труда. С другой стороны, они очень пекутся о том, чтобы их работа, их отношения повышали их социальный статус. Вот если это будет вредить их статусу и уважению общества, если они будут страдать, да, от каких-то потерь в результате работы или отношений, то для них это большая-большая трагедия. То есть они вложились туда, и вдруг начинают разрушаться их базовые ценности за счет того, что, допустим, ребенок вырос там хулиганом, либо жена начала кутить и так далее. То есть для них это намного более трагично, чем для других типов, потому что они ценят результаты своего труда и все, что вложено в отношения. Так. Кала-сарпа-йога, да, вас интересует? Кала-сарпа-йогой злые астрологи пугают доверчивых клиентов, и им навязывают всякие упаи и всякие проклятия, чтобы отмаливал за них обязательно астролог. Он же знает, как с этой сарпа-йогой, кала-сарпа-йогой быть. Ну, в общем, забудьте пока про кала-сарпа-йогу, практически никакого значения это не имеет. Забудьте про это. Так. Скажите, пожалуйста, нужно ли учитывать +1 час натальной карте, если при рождении был переход на летнее время? Ну, конечно. Конечно. Так. Дальше. Вам всегда при составлении натальной карты необходимо узнать, какой был часовой пояс в тот момент, когда вы родились. Бывают такие регионы, где раньше переводились пояса туда-сюда, сейчас нет. Например, в Беларуси. В 2014 году перестали переводить часовые пояса. А так и было 3-2, 3-2, 3-2. Сейчас всегда 3. Ну, в общем, вам нужно по справочникам это проверять обязательно, потому что вы можете легко вылететь на неправильный гороскоп, если неправильно составите по часовому поясу. Дальше. А что у нас с Солнцем? Вот Солнце и солнечные люди, их психология следующая. Вот у нас Солнце. Кстати, надо подсветку включить. Вот у нас Солнце. И все, что есть в Солнечной системе, оно находится на определенном расстоянии. Вот одна планета, вот вторая, там, вот третья планета. У каждой планеты есть своя орбита. Ну, давайте вот так вот рисуем. Допустим, да? И когда солнечный человек знакомится с другими людьми, ну так, Sun напишем,
знакомится с другими людьми, он четко начинает их расставлять по орбитам. Так, вот этот человек, в принципе, с ним можно общаться, но так издалека. Этот человек в среднем круге, этот человек в ближнем круге. Он расставляет людей по орбитам. И если вдруг человек его разочаровывает, как-то сильно подводит, оказывается жестоким, каким-то... Причем солнечный человек, он может вычеркнуть вас не только потому, что вы ему гадость сделали, а потому что вы кому-то другому гадость сделали, он увидел, что там вы по моральным качествам ему не подходите, ну или как-то неблагородны вы, понимаете, неблагородны. Тогда он выкидывает вас просто с орбиты, вот так вот. То есть Вселенная вас отрезает, и все, и больше на свою орбиту вы никогда не вернетесь. Сблизиться с Солнцем тоже очень сложно, то есть вот первые несколько дней общения действительно расставляют вот эти границы. Так что, если вы нашли с солнечным человеком сразу контакт и чувствуете мощное сближение, да, скорее всего, у вас будут близкие отношения, дружба, какой-то там симпатия и все. Если вы чувствуете, что первые пару-тройку дней они прошли впустую, все, значит, вам уже выдали орбиту какую-то, там достаточно неблизкую, и шансов у вас поменять это достаточно немного. Что может вас в глазах солнечного человека поднять? Благородные поступки, какие-то подвиги для общества, доброта, отвага, мужество, то есть вот все вот эти качества героя. Если вы сможете себя проявить, и будет такая возможность, да, что солнечный человек увидит, насколько вы благородно поступили в какой-то ситуации, кому-то помогли, или наоборот не дали обидеть, ну и так далее. Вот тогда они, конечно, все, вас передвинут на орбиту самую ближнюю. Но так как люди обычно такими не озабочены этими всеми подвигами, и все достаточно обыденно живут, все изолированы, то чаще всего солнечный тип и не увидит ваши прекрасные качества, если они есть. Поэтому Солнце и солнечные люди кажутся высокомерными. Когда вы начинаете с ними общаться, они так вот, ну скажем, они не такие открытые, как меркурианцы. У них нету вот этого стремления сразу с тобой подружиться, там, поменяться информацией. Они, в принципе, себе цену знают. Поэтому могут казаться высокомерными вполне. Это не значит, что этого качества нет у всех солнечных людей, или наоборот оно есть. Какие-то люди высокомерные, какие-то нет. Но изначально они в большинстве своем кажутся высокомерными, потому что ведут себя достаточно так отстраненно. Какие еще качества Солнца проявляются в этом характере? Эти люди, если у них есть, они дадут. Вот если у них есть деньги, они дадут в долг. Если у них есть энергия или какая-то мудрость, они тоже дадут. Они ее... Причем они не будут бегать за вами. На, возьми мою мудрость, да? Или там, давай я научу тебя жизни, давай я тебе дам кучу советов. Это не про них. А солнечные люди по конкретному запросу тебе могут дать совет. Причем, если ты еще как бы не научился спрашивать, потому что чтобы получить какой-то совет и чтобы было какое-то осознание, нужно правильно задать вопрос. А искусство правильно задавать вопрос доступно не каждому, и человек, новичок, обычно задает бестолковые вопросы, а уже вопросы со смыслом, с какой-то глубиной, если они возникают, это признак того, что человек хорошо разобрался в теме, или он глубоко туда вот погрузился, вот в таком формате. И солнечный тип ждет, когда ваш вопрос созреет, он никогда вас не будет за вами бегать, грубо говоря, и вам помогать дозреть. Поэтому, скажем, вот если вы на их ступенечку уже поднялись, то они вас за человека считать будут. А если нет, то будут ждать, либо просто снисходительно позволят вам жить рядом. Но это я как бы немножко утрировала, но я думаю, многие поймут.
Я не хочу говорить, там, хорошо это или плохо, это так, как оно есть. Ну, вот такая у них есть качество. Но они, как я сказала, уже очень щедры и благородны. И что значит благородство? Что у них нету вот этого мелкого, как бы... Они против всего плохого и за все хорошее, грубо говоря. То есть, как это еще описать? Так же, как солнце дарит жизнь и энергию всем живым существам, они также готовы дать, но нужно, чтобы ты уважал все-таки их вклад. Какие профессии выбирают люди этого типа? Ну, безусловно, это управленческие. Управленческие профессии, то есть менеджер, там, директор, управленец, руководитель, все это про них. Это официальные представители всяких компаний, тех, кто общается со СМИ и так далее. То есть это не те, которые запрашивают, а те, которые, ну не знаю, бывает, знаете, от Следственного комитета выступает там какое-то лицо, которые комментируют ход дела. Вот чаще всего это будут солнечные типы. Их вот как будто выбирают, и в них видят, что так, вот этот товарищ у нас расскажет про то, как идут дела в нашей компании или там в нашем проекте. Это лицо фирмы или проекта, как я уже сказала, и это организаторы. Они любят что-нибудь организовать, им близко лидерство, им не хочется работать под чьим-то началом, они обязательно должны вокруг себя планетки собрать, то есть людей, которыми они будут вот маневрировать для того, чтобы получить какой-то результат. Но из них получаются хорошие руководители, хорошие надежные люди для работы, потому что они обладают всеми, в принципе, всеми благоприятными качествами. И надежность, и стабильность, и щедрость, и благородство в них есть. То есть они полбизнеса не оттяпают там, хитростью как-то. Понимаете? Вот такие это люди. Ну, немножко высокомерия имеют право, как говорится. С такими качествами имеют право и на какие-то особенности. Так. Кто такой Joaquin Phoenix? Напишите мне по-русски. Девушка пишет, Джамиля пишет. Как узнать солнечный тип человека по гороскопу? Вам необходимо открыть гороскоп, скорее всего. Но опять же, да, скорее всего, будет Солнце в первом доме. Если он прям таки мощный тип солнечный, либо Солнце будет управлять первым домом, либо может быть, что оно будет соединяться с хозяином первого дома очень-очень близко. Возможно и так. Но опять же, я глубокого исследования в этой теме, именно связи, может быть, там еще и накшатры влияют, я не могу этого отрицать. То есть я вот это большое древо, как оно и так, и так, и так, может быть, я не изучала. Но я вижу, что управитель первого дома, его соседи, знак, в котором он находится, аспекты, которые на него влияют, плюс планета в первом доме, все это формирует нашу внешность. Второй дом нет. Ну, по моим подсчетам, по моей версии нет. Не получается. Так. Я дева или лев, я люблю трещать. Не знаю. Вот такие дела. Но на самом деле у нас с вами сегодня совершенно особенный день, потому что стартует сегодня курс профессиональной астрологии, который будет длиться 4 месяца. Называется он «Моя профессия астролог». И сегодня я хотела поговорить. Я, в принципе, часто презентую этот курс. Сегодня он стартует. Получается, что сегодня откроется первый урок. И вы еще можете в течение недели, 2 или 3 догонять. Но чем быстрее вы подключитесь, тем лучше. Если вы через 2-3 недели подключитесь, то вам надо будет пару-тройку вечеров-то точно
покропеть, чтобы нагнать курс. Но в течение первой недели вообще можно без каких-то опасений подключаться, опасений, что ты не успеешь там чего-то, потому что еще открыто будет не так много уроков. И интересный здесь нюанс такой прописан, что вы сможете получить свою страничку на сайте. Кстати, вот где-то я потеряла, наверное. Ну, так расскажу. Вы получаете именной сертификат с уникальным идентификационным номером, который опубликован на нашем сайте в виде личной странички астролога. Вот это интересный такой нюанс, да? Что это значит? Это значит, что будет отдельная страница, которая конкретно ваша. То есть вы можете взять на нее ссылочку, оставить ее там, где вы продвигаетесь, например, где вы пытаетесь найти клиентов, в Инстаграм, ВКонтакте, в Одноклассниках, я не знаю, где-то еще, в ТикТоке, и вы можете сделать эту страничку своей презентационной. Там будут ваши сертификаты. Ну, может быть, один сертификат, если вы только начали, да, учиться в нашей школе. Там будут информация о ваших сертификатах, фотография. Вы сможете внести какое-то описание, то есть по какой астрологии вы большой специалист. По детям там, или по совместимости, или по карьерным делам, или, может быть, по здоровью. Вы сможете внести свою информацию, свои контакты и отзывы. Будет возможность у ваших клиентов писать отзывы на вас или читать чужие отзывы о вас. Я нигде не видела этого, и вот сейчас мы уже разработали дизайн, мы на последней стадии верстки, и те люди, которые сейчас у нас в школе будут учиться именно на ступенях, они будут получать такую опцию. В том числе и тот поток, который стартует 21 февраля. 4 месяца обучения. Следующий поток, я предвосхищаю ваши мысли, да, и ваши вопросы, будет примерно через полгода. Возможно, месяца через 4-5. Ну, плюс-минус это полгода. У нас с вами будет экзаменационное тестирование. После каждого урока мы составляем, на тему каждого урока мы составляем до 10 тестов, обычно 7, 6 или 9, 10. И в конце вы, для того, чтобы получить свой сертификат, вы проходите тестирование. Это тестирование позволяет вам еще раз потренироваться, вспомнить теорию, где-то подтянуть какие-то слабые места и получить ваш сертификат. То есть мы ушли сейчас от той философии, что мы даем за выполнение какого-то задания. Нам нужно просканировать весь курс, как вы освоили весь курс. Ну и там, конечно же, вам придется прогнозировать, придется смотреть и отвечать на вопросы, что произошло в тот или иной период. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграме я время от времени каждый вторник я публикую какие-то тесты. Напишите, насколько успешно вы проходите эти тесты, интересно это или нет. Так, Тиньков солнечный тип? Да, кстати. Но он с юпитерианцем смешан, с юпитерианским типажом, потому что у него такой крупный большой нос, у него прям крупные черты лица, у него уши достаточно большие, губы вперед выдаются. Кстати, еще у солнечного типа у них есть маленький такой нюанс. У них нижняя губа, она немножко развернута, то есть вот эта вот центральная часть нижней губы, она чуть-чуть смотрит вниз. Так что если вы смотрите на человека в профиль, то у него как будто нижняя губа чуть-чуть нависает. Вот обратите внимание по солнечным товарищам, что у них такая черта часто встречается. Так вот, у нас будет 22 основных уроков и видеозапись. А для тех, кто... Ну, там есть, естественно, разные пакеты оплаты, есть полностью оплатить.
И тут у нас 2 бонуса: мастер-класс по определению времени замужества и углубленный урок с прогнозами по Чара Даш. Это классный вот этот вот второй, ну, первый, как бы понятно, его выгода очевидна, да, то есть определение замужества или вступление в брак. Тут немножко по-сексистски написано. А вот этот углубленный курс, урок по прогнозам Чара Даши, на самом деле, как бы, да, и зачем мне это? Там мы прописываем, я прописываю, как строится ваша логика рассуждений. То есть вы открыли гороскоп, и вот вы увидели, например, ну, что-то, планету в 5-м доме. Какие у вас должны возникнуть версии? Какие точки проверить, чтобы увидеть вот эту версию, проверить вот эту версию, вот эту. То есть полностью алгоритм вашей работы, как должны работать ваши мозги, когда вы рассматриваете гороскоп. Ну и плюс там, естественно, какие-то формулы именно по Чара Даши тоже есть. И я там показываю, как мы смотрим именно динамику гороскопа. То есть вы как бы смотрите на гороскоп, большинство из вас, вы открываете гороскоп и видите картинку, и она как бы двухмерная. Я после этого урока, и в этом уроке я стараюсь вам показать, что картинка трехмерная, она как часы, вот она вращается, циферблат часов вращается. Есть такие часы, где стрелка стоит, а циферблат вращается вокруг стрелки. Такие модные сейчас варианты часов наручных. И хочу, чтобы вы научились, как я, видеть именно динамику гороскопа. Как вот оно вот все там кипит, вот бурлит вот в этом гороскопе. Включается время от времени то одно, то другое. Поэтому, ну, конечно, те, кто полностью оплачивает, они получают вот такие бонусы у нас. Есть еще варианты рассрочки. Вот здесь вот Тинькофф, который с нами сотрудничает, партнерствует, предлагает рассрочку до 12 месяцев, на 12 месяцев. То есть тут по 4350 рублей в месяц получается. И тут, кстати, тоже вы получаете бонус, но только цена выше. В рассрочку цена выше. Вы, кстати, на нас не обижайтесь, потому что на самом деле мы еще платим сверх этого Тинькову за то, что он предоставил вам эту услугу. То есть нам это тоже стоит денег. Оплачивать помесячно тоже можно. Вы можете как бы у школы взять рассрочку, но у нас условие такое, что это 4 платежа. Раз в месяц 4 платежа. Ну вот каждый выбирает то, что ему доступно в данный момент. И в целом, на самом деле, я знаю, что очень многие у нас учатся просто по нашим видео, по моим разборам астрологическим, и уже говорят, что я продвинулся, я уже молодец, и мне уже получается намного лучше. Я была в Египте, ко мне подошла девушка в ресторане, узнала меня, сказала, что, посмотрев мои ролики по Раху и Кету, она увлеклась сферой именно кармических задач, и, взяв мои трактовки, она успешно практикует и угадывает в ту сферу, как угадывает, она хорошо видит ту сферу, в которой люди развиваются, вот где их большие желания стоят. И это даже вот на YouTube-канале, то есть это вот в открытом доступе. И меня часто спрашивают, там, не жалко ли мне отдавать какие-то техники так? Нет, не жалко. Вот в этих курсах у нас огромное количество техник. У нас астрология — это неисчерпаемая ниша, то есть там много-много всего. Но и я годами не люблю рассказывать одно и то же, поэтому все наши курсы, они максимально обновленные на данный момент. Да, мы, конечно, обновляем их, обновляем. Но, по сути, вот этот курс, здесь вторая половина, 10 уроков, начиная с 12-го, они полностью обновлены в феврале 2022 года. То есть я вот только их там доснимала, да. И тут уже, честно говоря, я вам скажу, что и как преподаватель я выросла, и как
человек, то есть у меня немножко позиция там уже поменялась по некоторым вопросам, потому как преподавать астрологию, что человеку нужно, что не нужно, что лишнее, мусор, там, что наоборот более ценно, нужно на этом остановиться. Так что у нас обновленные курсы, и вот начиная, получается, с 7-го блока, с 13-го урока у нас полностью обновлена программа. А вот здесь мы пользуемся еще хорошими, у нас хорошие записи, но тоже у нас некоторые уроки перезаписываются, те, которые я считаю необходимо, ну скажем, по-другому подать. Или, например, качество видео хочу сделать лучше. В общем, курс доработан до сегодняшней актуальной нашей концепции там, развития школы. И я уже там рассказываю больше, чем знала, когда в первой версии этого курса вышла. Поэтому приглашаю вас с большим удовольствием на этот курс. Сейчас оставлю вам ссылочку на него и почитаю ваши вопросы. Сегодня у нас открывается первый урок, но, как я уже сказала, вы можете заходить на курс в течение недели, полутора, тот точно смело. Так, ну что-то здесь про нумерологию какие-то истории. Все. Если хочет кто-то на вторую ступень, я там вижу в чате, то давайте я вам расскажу про вторую ступень, просто чисто, чтобы вы понимали разницу, да? Тра-ля-ля-ля-ля. Вторая ступень у нас начнется через месяц, в марте. Вот сколько я всего напреподавала, наснимала. Так, вторая ступень состоит из 31 урока. И называется она «Инструменты прогнозиста». У нас на самом деле в школе есть концепция. Первая ступень, она направлена на то, чтобы сделать вас астрологом, то есть из разрозненных ваших знаний собрать конфетку. И все направлено на это. Дать систему, дать алгоритмы, ну и плюс вы, естественно, вы въезжаете в основные инструменты, которые позволяют вам делать прогнозы. Вторая ступень должна вам дать профессиональное знание инструментов прогнозирования. Третья ступень должна из профессионального вашего уровня сделать именно исследовательский уровень, когда вы уже превосходите, ну по всем фронтам превосходите там других астрологов. Вот вторая ступень, она направлена на то, чтобы вам профессионально дать то, чего вы еще в других курсах не найдете. Я знаю прекрасно, что многие наши ученики прошли отдельно курс, там, допустим, по Чарадаша, отдельно там какой-нибудь семинар по семейным отношениям, очень популярный. Кто-то мунданную астрологию прошел, но не очень много людей, это для для избранных. Медицинскую много кто прошел и так далее. То есть вы уже, в общем-то, вам кажется, что это Чарадаша Татьяна рассказывает в каждом курсе. Там, или по Вимшотаре. Ой, это в Вимшотаре я знаком с самого начала. С Вимшотаре вообще вся история началась. Но нет, как бы не хочу вас расстраивать. Но смотрите, какая у нас программа. Именно как у нас составлены уроки. Мы идем от инструмента к событию. Везде, где в основном я преподаю следующим образом. Я иду от события к тому, как его увидеть. Ну, то есть, вот, ребята, смотрим сегодня свадьбы. Ребята, сегодня смотрим рождение детей. А вот сегодня замершие беременности смотрим. И поехали. Вот здесь я вам, понимаете, и это сильно ограничивает, между прочим. Между прочим, нет, это классный подход, и он работает, и все. То есть я не считаю, что это неправильно. Это очень правильно. Но идти от названия вот этого, как бы от какой-то идеи или моего открытия к тому, что это значит, это подход, который меньше меня ограничивает как педагога, и я наконец-то вам могу рассказать те нюансы, которые не впихивались ни в один курс.
И они очень логично, естественно здесь выливаются в учебный материал, который легкий для восприятия, он структурирует ваши мозги, потому что вот у вас есть Даша, управитель трикон. Тра-та-та-та-та. Значит, какие общие черты, какие особенности каждого, что даст пораженный хозяин 9, что даст, какие стремления дает хозяин 1, когда приходит его период и так далее, и так далее. То есть вы уже, это как-то на стыке между логикой прогнозирования и опытом, который я получила. То есть я использую опыт, и я это упаковываю в логику. Я видела, что в интернете есть вот это период Луны, что приносит период Луны. И такая суперстандартная трактовка, которая ничего не значит. Типа в Луну вы станете более мягкой, покладистой, бла-бла-бла, вам захочется готовить. Там Луна дает эмоциональную нестабильность, все такое. Это не про это вообще. Это про то, что я беру... Каждый урок — это мини-исследование. Я беру, допустим, там 20 гороскопов, у которых управитель Дустханы, там хозяин 6 включился, выписываю вам общие результаты для них, показываю на самых ярких примерах, что даст хозяин 6 дома. То есть вот включилась планета в 6 доме. И что? Куда бежать? Какие версии проверять? Пожалуйста, все будет прописано в уроке. Показано, как это у других там случилось. Показано, вот у управителей Дустхан, они своими аспектами сильно портят или не сильно. Вот. И такой же мощный аспект у хозяина 1 дома и у хозяина 6. Или все-таки хозяин 1, как хозяин всего гороскопа, он мощнее. В общем, все такие нюансы. А в особенности мне нравится, что здесь много уроков, и я могу... Мне не нужно впихивать в один урок, например, все кармические задачи, да, и вот впихнуть все техники, которые я знаю по определению кармических задач, в тему кармических задач. Вот поэтому мне и нравится эта 2 ступень, что я беру маленький нюанс и из него раскручиваю целую историю. То есть вы внедряете это в свой инструментарий астрологический. Ганданты в Вимшотаре Даша. Есть... периоды, которые кризисные, переход там от Махадаши вредителя, от периода вредителя к Махадаши Юпитера, например, да, благодетеля. То есть всякие вот такие вот нюансы. Я думаю, что этого вы не знаете. Как планетные войны глубоко исследовать и какие они дают повороты в судьбе. Как прогнозировать по гороскопам скопление планет. А знаете, что есть период, можно построить гороскоп на период вхождения в Махадашу или вхождения в Антардашу, то есть в подпериод. И как с этим гороскопом работать, ведь он же тоже предскажет нам события. Ну, в общем, там куча всяких таких нюансов, фишек всяких и ловушек всяких. Мы ловушки рассмотрим, прогнозирование, как мы ошибаемся обычно и как понять, что вот это тонкое место, где многие ошибутся и не прогореть. Да? Также мне нравится этот курс самой, вот я с удовольствием его снимаю и готовлюсь к нему, потому что мне нравится тема транзитов, осветить ее так, чтобы вы могли открыть гороскоп и прочитать, что там у вас с вами будет. Вот, например, там я уже участникам мастер-класса Навамша уже показывала, как я делаю. Вот я открываю свой телефон, у меня есть здесь приложение Jyotish, ну, для айфонов оно хорошо работает. Накладываю, вот это мой гороскоп, я накладываю сверху транзиты и смотрю. Так, у меня зашла Луна в 12 дом. Кто знает, кто мои инстаграмные сторис смотрит, еще вчера днем я почувствовала первые признаки недомогания. Да? Вот у меня Луна по 12 дому идет, я либо запираюсь, и сторис вообще не снимаю, в эфиры не выхожу и думаю, господи, да, останется от меня все. Либо я немножко могу приболеть. Вот в этот раз по второму сценарию у меня идет.
И вот я вижу, например, и читаю, да, вот Луна — это первое, куда я смотрю, куда она зашла. Сегодня вот у меня с налогами какая-то была история, там мне надо было проверить, отправляются ли отчеты в налоговую, мне там ошибка выскочила, как будто бы не отправляются. Вот надо было срочно решать. Это близость Луны как раз-таки к Плутону. Плутон у нас по налогам и сборам. Кету Раху скоро меняют. У меня знак, вот я и развелась, пока у меня Раху стоял в 7 доме. А сейчас пойдет он на хозяина 7-го. Так что пора замуж опять. Шучу. Там у нас соединение Марс и Венера. Вы смотрите, хозяин 1-го с хозяином 7-го вместе стоят в доме денег. В принципе, это предвещает какое-то благоприятное событие в личной жизни. Время вместе, там с любимым человеком и так далее. И, может быть, даже денежку, раз во 2-м доме. Что еще? Солнышко заходит в 6-й дом. Я, кстати, скоро уезжаю. Солнышко у меня хозяин 10-го. Возможно, у меня будут какие-то перебои с работой. То есть то работаю, то не работаю. Ну, в 5-м доме пока была я вот этот месяц, когда у меня Солнце в 5-м доме. Господи, сколько же уроков я сняла. Я снимала, наверное, урока по 4 в неделю, если не по 5. Ну, 4, ладно, не буду как бы драматизировать, 4. Но еще помимо этого я снимала и эфиры, и мастер-класс у меня там был и так далее. Плюс что еще вот я вижу, да, вот я открыла. То есть мне нравится вот этот гороскоп анализировать вот так. Я, по большому счету, я не захожу там много раз в свой гороскоп, чтобы узнать, так, а что у нас там? Я вот захожу вот так вот, пока еду в такси, допустим. Открыла, так, Луна здесь, здесь такое-то, такое-то событие. Ждем. Или, например, вот Меркурий с Сатурном соединяется. У меня Меркурий хозяин 8-го, Сатурн хозяин 4-го, и вот Меркурий, товарищ, пришел к хозяину 4-го, и я переехала. Сначала переехала в свое жилье, как раз это было несколько недель назад, а сейчас я улетаю, да? И вот у меня Меркурий, соединение Меркурия и Сатурна показывает тот месяц, в который будет отъезд из дома. Ну и вот так вот ты сидишь, читаешь, там то-то, то-то, то-то у тебя произойдет. Вот, и я хочу вот через этот блок транзита Аштака Варга научить вас так работать. Потому что те, кто сейчас смотрит, они, наверное, и так понятно. Как бы вот она сейчас говорит, вот мне все понятно. Но я вам скажу так, что и моей маме тоже понятно. Она мне всегда говорит, я типа понимаю, что ты говоришь, а когда одна, когда сама, естественно, я ничего не знаю, не понимаю. И такой эффект у многих есть. Давайте посмотрим, сколько у меня 7% зарядки. Ох, пора заканчивать. И третий блок — это блок с Чарадаша. Ну, естественно, на 2-й ступени обязательно необходимо и Вимшоттари, и Чарадаша изучить максимально подробно. Если вы проходили курс Чарадаша в нашей школе ранее, когда-нибудь с 2018 года, то у вас на 2-ю ступень будет скидка. Потому что этот блок, он, конечно, мы его перезапишем, он будет тоже в новом качестве, как и все, что в этом гороскопе, но вот этот блок в основном будет повторять информацию из того курса, который 2018 года. Да, я добавлю туда фишки, исследования, все я добавлю, но базово этот блок будет похож. Поэтому, если вы старый такой ученик, и вы у нас уже учились на Чарадаша, то приходите на 2-ю ступень, просто вы чуть-чуть меньше заплатите, чтобы вы могли сосредоточиться на первых 2 блоках, на первых 2 информационных аспектах. Ну и на 2-ю ступень я тоже сейчас ссылку скину, просто чисто для того, чтобы... чтобы она у нас в чате была, потому что, может, кто-то зайдет, посмотрит, ознакомится. Татьяна, вы правы в сторону своих бесплатных видео. С их помощью мне удалось сделать точный прогноз на знакомство с мужчиной мечты для подруги и вытащить ее этим из депрессии. Так что те крутейшие, на мой взгляд, знания, которыми вы великодушно и щедро поделились, действительно сделали большое доброе дело. Мое вам уважение. Спасибо большое.
Спасибо большое. Ребят, я вам честно скажу, я сейчас так классно выговорилась вместе с вами, выложилась, и я бы, так как я вас поделилась, да, что чувствую все-таки, что Луна по 12-му дому-то пошла, есть небольшое недомогание, поэтому я буду завершать сегодняшний эфир. Сегодня у нас стартует первая ступень, да, поэтому добро пожаловать в школу. Первый урок уже сегодня вы получите. Ну и если не получится у вас сегодня, то приходите в течение нескольких недель, можно будет еще подключиться. Но чем дольше вы ждете, тем потом больше у вас проблем, потому что нужно будет смотреть, догонять и практикумы тоже, да, вы можете пропустить какой-то. Все, всем счастливо, всем хорошего вечера, всех люблю, пока-пока.